Вот и настал последний день моего путешествия по Японии. Честно говоря, никаких особых планов я не строил, хотя это и был мой день рождения. Я бы с удовольствием посетил еще раз парк с немофилами, но по вторникам он закрыт. Возникла другая идея. Пару дней ранее я узнал про музей Nissan Heritage Collection в пригороде Якогама. Информация по нему была скудной и только на японском, но может попробовать разобраться на месте? В итоге разобрался по пути туда. Музей реально крутейший и, как оказалось, бесплатный для входа. Но экскурсии проводятся по графику и надо записываться сильно заранее. Так что на полпути я развернулся, прикинул, что у меня еще достаточно времени, чтобы освежить свои воспоминания о Токио. Кстати, всего за 17 дней я накатал по Японии около 4500 километров поездами и немного автобусами. И могу сказать, что лучшей системы общественного транспорта я пока не встречал. Так вот, Токио. В нем я решил ограничиться районами Сибуя и Синдзюку и высадился из поезда в самой глуши этих каменных джунглей, рядом со знаменитым перекрестком Сибуя. Ну что ж, в ночи я его уже видел пару лет назад, теперь увидел и днем. Туристов здесь, похоже, много в любое время суток. Наверняка из-за них перекресток и является таким загруженным. Но вот чего я точно раньше не видел, так это таких туристов. Прикольный способ проведения экскурсии по городу. Дальше я решил пешком пройти пару километров до улочки Такесита. Она всего 350 метров, но очень популярная и многолюдная. Чаще всего в ее описании вы найдете, что это центр молодежной моды, сердце культуры кавайи в Токио. С 90-х годов Такесита была важным центром моды и трендов, известным своей яркой и модной репутацией. Я не фанат всего этого, но любопытство взяло вверх. Улица Такешита, что-то вроде улицы Тотонбори в Осаке. В прошлый раз я, кстати, здесь, будучи в Токио, не был. Поэтому будет интересно здесь прогуляться. Хотя, я так подозреваю, это тоже улочка больше про ночную жизнь, нежели дневную. Но посмотрим. Не знаю, как насчет ночной жизни, но днем здесь с трудом можно протолкнуться. О, косички, огонь. Vai con Sara. Ну, наверное, да, кстати. Я думаю, что со светящимися вывесками это было бы все-таки красивее и интереснее. Идеальный способ добраться до улицы Такесита — это вообще дека до станции Харадзуку. И прямо отсюда выход в двор Такеситы. Почти чебурашки не находите. Реально уши бы побольше, покруглее, и все, няшная чебурашка. Не, может, конечно, все дело в том, что на Такеситу я попал днем, а в Дотенборе оба раза был ночью. Но, как по мне, то просто, блин, в Дотенборе просто на порядок круче. Интереснее и разнообразнее. Но, может, я и не прав. На самом деле, сравнение с Дотенбори все же не совсем корректно. Такесита реально очень колоритный район. Просто его вайб не совсем то, что мне интересно.
Так что я не стал там задерживаться и пошел дальше. И тут... Опять. А через пару километров урбанистических пейзажей я добрался до своей очередной цели – парка Синдзюку-гёен. Забавное вышло совпадение. Свой прошлый визит в Японию я также фактически завершил именно здесь. И вот опять провожу остаток времени в Токио, гуляя по аллеям этого парка. Но в этот раз я не мог отделаться от мысли, что Синдзюку-гёен, в целом, кстати, большой, ухоженный и приятный, далеко не такой живописный, красочный, необычный, удивительный или цветущий, как те природные места, которые я успел увидеть за 17 дней. В прошлый раз городская Япония зацепила меня своей культурой и национальным колоритом. Теперь же она меня сразила своим разнообразием и красочностью ландшафтов. И оставила стойкое желание приехать еще раз. Вылет из аэропорта Нарита у меня был в 18:25, так что большую часть дня рождения я провел в Японии. Но фокус в том, что самолет у меня был до Гавайев, и туда я прилетал в 6:40 утра того же дня. Вот так ДР в этом году у меня оказался длиной 43 часа. Ну а Гавайи – это уже совсем другая история и тема для других видео.